Не могу сказать прощай. О ком же пойдет речь? Давайте-ка разбираться вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Ну, мне показано, что многие из вас сейчас вот как будто с головой ушли в работу, либо же у вас сейчас голова скорее занята больше работой, зарабатыванием, добыванием денег. Ну, то есть это такие финансовые, могут быть даже у кого-то проблемы, поэтому есть те, у кого реально голова занята, голова болит даже скорее от того, где взять деньги, где подзаработать деньги. Причем я вам скажу, что вы довольно неплохо владеете и своей профессией, и какими-то другими. То есть у вас могут быть либо навыки других профессий, либо же вы, может быть, даже имеете не одно образование. Давайте как раз сделаем маленький опрос такой. Когда-то давно, по-моему, я делала уже такой опрос. Напишите, у вас сколько образований? Одно или несколько? Неважно, высшее, не высшее, там, без разницы. Вот по дипломам. Вы очень классный повар. Но вот вы готовите так, что ну реально пальчики оближешь. Могут завидовать даже женщины, могут быть даже какие-то курьезные ситуации, когда женщины могут у вас, ну, попробовав вашу стряпню, могут просить у вас даже рецепты. Напишите, ребят, у кого это резонирует. Причем вы даже в каком-то смысле с удовольствием готовите. Вы очень гостеприимный, вы умеете, любите. И, в общем-то, у вас довольно такой обширный круг общения. Я не говорю, что они все близкие друзья. Ну, то есть поляну накрыть вы сможете, да, там каких-то приятелей собрать, может быть, на работе, можете периодически накрывать эту самую поляну. Вы человек, который, в общем-то, довольно неплохо выглядит, может быть, даже выглядите чуть моложе своего возраста, потому что, ну, старайтесь за собой следить. Старайтесь быть опрятным, более-менее, ну так, я не скажу, что вы прям по последнему писку моды будете одеваться, но как-то вот следите, чтобы со вкусом было, да, чистенько, аккуратненько все. В этом плане вы такой аккуратист. Человек, для которого очень важна семья, важен дом. Может быть, вот дома вы даже чувствуете особые такие ощущения. Вот приходите, да, и вот какой-то особый такой кайф, какое-то расслабление такое, что вот все, я дома, да, я могу расслабиться, я могу отдохнуть, я могу делать все, что я хочу. У тех, у кого есть семья, либо же вот была семья, да, поскольку это общий расклад, для вас точно так был кайф, ну, либо же сейчас есть, особенно если у вас, ну, есть детки, да, когда вы приходите, и дети там с криками «Ура! Папа пришел!» бегут и вешаются на шею, да. То есть вы кайфуете и раньше кайфовали от того ощущения, когда там детишки рядом, пусть они кричат, визжат, суетятся, да, неважно, один ребенок, два, три, у кого сколько. Но вот дом это реально ваша крепость, дом это ваше место силы. Вы нигде так не отдыхаете, как дома. Вы, ну то, что я вижу, вы могли быть за границей, да, на отдыхе, к примеру. Причем есть такие среди вас, которые во многих странах были, в разных странах были, но все равно, будучи даже за границей, буквально там через, я не знаю, несколько дней, может быть, недельку, скорости вы все равно начинаете скучать по дому. Вот тянет вас домой. Напишите, у кого это проигрывается, ребят. Ничего себе, ребят, у кого сейчас есть женщина, ну, то есть отношения, я вам могу сказать, что ваша женщина либо уже беременна, либо вот в ближайшее время она может забеременеть. Ну, понятно, смотря какой возраст, да, ребят, потому что сейчас некоторые будут валидольчик пить, валерьяночку. Ну, смотрите, здесь ребенок у вас может родиться,
в самое ближайшее время. Поэтому, если хотите лялечку, то добро пожаловать в клуб родителей, как говорится. Вы человек, который, в общем-то, живет не спеша. Вот надоела вам суета, хочется уже большего покоя, хочется как-то больше, как я уже говорила, да, опять же вокруг да около, возле дома эта вся информация крутится. Хочется больше времени, может быть, дома проводить, потому что, ну, был период, когда вы мало бывали дома. Вот был такой период, может быть, даже еще проиграется вот и сейчас у кого-то, да, вот если вы сейчас можете очень редко дома бывать, но вас тянет так домой, вам хочется побольше дома быть, побольше вот подпитываться этой какой-то домашней такой энергетикой. Вы абсолютно не гуляка, вам не нужны разные женщины. Вы человек стабильный, вы любите стабильность во всем по жизни, и в том числе стабильность в женщинах. Да? Вот если одна, то одна, но любимая. Вам не нужны какие-то круговороты женщин, да, просто подкормить Бобика, это вам не нужно, да, потому что Бобик может заболеть, начать кашлять, сопельки потекут, а потом хлопот не оберешься. Вы это все знаете, да, так что берегите своих Бобиков и в грязные будки не совайте, ребят. Итак, немножко пошутили, погнали дальше. Кто же не может сказать вам прощай? Я думаю, здесь будут разные ситуации. Мы сейчас посмотрим, кому что подходит, а вы переворачивайте под себя. Кто не может сказать вам прощай? Смотрите, ну сначала мне показано, что это женщина, с которой, скорее всего, вы либо жили, либо в браке были. Это женщина, с которой когда-то вроде бы было все хорошо, но которая только спустя время поняла, что у нее жизнь так и не налаживается без вас, потому что она ушла, ну как бы направо, налево, неважно. Она ушла в свои приключения, в свои фантазии, думала, все легко и просто будет, но мы сейчас не об этом. Она не получила то, что хотела, и только вот спустя какое-то время, у кого-то больше, у кого-то меньше, она поняла, что она вас мысленно, вот в душе, она вас так и не отпустила. То есть это такая, ну, какая-то глупая, безобразная ситуация, когда она вот развлекалась, да, какое-то время, прыгала по жезлам, а когда эти жезлы как куда-то растворились, и когда она поняла, что никому в принципе не нужна, вот тогда она очень четко почувствовала ностальгию по вам. И она реально, она не может сказать вам прощай, потому что в душе она вас не отпустила. Как раз из-за этого она может под разными предлогами вам звонить, писать, разные манипуляции устраивать. Причем у кого-то могут быть даже ну, какие-то конфликтные, спорные ситуации с вашей женщиной бывшей, потому что вот она уже не знает, как зацепиться за вас, да, вот как с вами пообщаться, вот ее тянет к вам, вот может доходить даже до банального, что хочется просто услышать ваш голос, потому что она вас не отпустила. Для кого-то это шок может сейчас показаться, кто-то, может быть, улыбнется, но тем не менее, ребят, у кого это проиграется, я думаю, вы это знаете. Я думаю, вы знаете, потому что бывшая может по поводу, без повода вот как-то либо наяривать, либо еще знаете, как может проиграться. Вот, допустим, какой-то период вообще вы не общались, либо же очень редко общались. А потом вдруг она все чаще и чаще начала появляться. Тоже так может проиграться, поэтому будьте абсолютно уверены, что значит ее жезлики покидали, и она начала ностальгировать по вам. И поняла, что вот она внутренне таки вас не отпустила. Как бы она там ни зажигала, как бы это противно не было, да, вот ну, какое-то даже вот у меня противное ощущение, когда человек ходит направо-налево, да, а потом вспоминает, когда ее все бросили, тогда она про мужа вспоминает. Ну, мерзко, правда, ребят? Поэтому не ведитесь на это. Она не может вам сказать прощай, просто потому что никому не нужна. Вот если бы у нее эти жезлы дальше круговорот был, она бы и дальше вас особо так не тревожила. Ну, разве что там какая-то денежка, копеечка, какая-то выгода нужна была бы от вас. А так, в общем-то,
в душе нет. Она все чаще думает, она все чаще вспоминает. Причем вспоминает те какие-то вот моменты. У вас были такие моменты. Я думаю, даже вы можете иногда так ностальгируя вспоминать эти моменты. Они могут быть очень яркие, могут быть связаны с каким-то празднеством, застольем каким-то, да. Это могут быть какие-то совместные поездки. Ну, то есть, когда еще все было хорошо. Поэтому очень часто думает, даже я не удивляюсь, но иногда она такую скупую слезу пускает, но понятно, конечно же, себя жалеет, как она так могла опростоволоситься и как она могла так загубить свою жизнь. В общем-то, я считаю, что это все у нее заслужено. Это тот самый бумеранг, о котором обычно говорят. Погнали дальше. Кто еще не может вам сказать прощай? Смотрите, здесь скорее будет ситуация, если у кого-то из вас есть, ну, конфликтная ситуация, может быть, родственники, вот именно по крови близкие люди, с которыми вы можете быть в ссоре сейчас на расстоянии, вы можете поругаться, да, вы можете не общаться какое-то время, либо же вообще там, ну так, сквозь зубы чисто формально общаться. Человек, вот опять же, не может сказать вам прощай. Человек, вот казалось бы, это родственник, да, но здесь есть конфликтная ситуация, здесь какие-то то ли материальные дела, материально-финансовые, ну что-то имущество какое-то. Это может быть и дележка, наследство, все что угодно. Но человек не готов, даже ради этой дележки, из-за конфликтов этих, да, он готов переступить через свое эго. Человек готов с вами наладить отношения, но он не может вас отпустить. Неважно, он или она, у всех это будет по-разному. Поэтому кто из вас поругался, может быть, терки какие-то есть с родственниками, вот знаете, человек не хочет с вами быть на ножах, не хочет расставаться, не хочет вот в таких контрах ходить, да. Поэтому, в общем-то, вы можете смело, у вас большой шанс будет наладить отношения, вот большой шанс. Даже еще, знаете, мне что показывает, сейчас идет информация, что у кого-то из ваших бывших, вот я сейчас возвращаюсь к бывшей, мне пошла пока информация, кто-то из ваших бывших готов вплоть до того, что либо сам будет что-то колдовать, либо могут ходить куда-то к каким-то колдунам, ведьмам, чтобы с помощью приворота, магии вас вернуть, да, потому что, ну, они не могут вас отпустить, они такие бедные, несчастные, и, ну, какое там прощай, да, здесь нужно здравствуй говорить, какое прощай, они хотят вас вернуть, ребят, поэтому будьте очень бдительны, прислушивайтесь к своему самочувствию, прислушивайтесь вообще к ощущениям каким-то, да, вот насколько у вас портится ситуация в жизни. Потому что вот ко мне часто обращаются люди на личные расклады, там, на диагностику, да, и, в общем-то, бывают ситуации, когда просто банально начинается черная полоса. Из-за того, что хотели сделать приворот, а что-то наколдовали, и пошло все не так, да? Реакция, ответочка пошла совершенно не та. Поэтому будьте бдительны, у кого есть проблемы, да, либо же там будут, обращайтесь на диагностику и будем решать этот вопрос. Далее, у кого из ваших, вернее, у кого из вас есть проблемы с детьми, но это взрослые, скорее, дети, тоже могут быть, ну, какие-то недопонимания, да, здесь могут быть, сюда можно отнести какие-то вот подростковые такие фырканья, агрессию, знаете, как вот они вырастают, начинают проявлять самостоятельность, им никто не нужен, да, вот они фыркают, они показывают свой протест, характер, но, тем не менее, знайте, что если у кого из вас есть такая вот конфликтная ситуация с ребенком, хоть он уже и взрослый ребенок, то знайте, внутренне, подсознательно он вообще не готов вас отпускать и не собирается с вами ссориться. Потому что вы очень на самом деле нужны своему ребенку. Просто такой сейчас, вот может быть переходный период, может быть это еще в силу характера, да, если это не подросток, здесь все равно, если пусть это даже взрослый ребенок, неважно, сын или дочь,
не хотят с вами вот ругаться так, чтобы в дрободан разошлись и все. Нет, человек наоборот пытается ну, обдумать, как с вами можно сблизиться, потому что вы для ваших детей ну, то ли такой наставник, да, какой-то вот советчик, иногда бываете, может быть, даже жилетка, даже больше, чем мама. Вы знаете такие секреты какие-то, да, житейские проблемы, может быть, ваших взрослых детей, о которых не знает даже их родная мать. Поэтому они не собираются с вами вот ругаться, как бы вы там ни ссорились, потому что я вижу, вы можете, ну реально, и наговорить много чего друг другу, да, у каждого своя правда, у каждого своя обида. Но ваши дети не собираются говорить вам прощай, разлучаться, расставаться. Они очень и очень дорожат вами, ну и, конечно же, любят. Далее давайте еще один момент посмотрим, кто еще не может и не хочет сказать вам прощай. А здесь ситуация, знаете, это просто, наверное, вот, ну, до мурашек. Это касается ваших, ну, таких ангелов-хранителей. Вернее, они стали вашими ангелами-хранителями, но сейчас они на небесах. Это близкие люди, как правило, это кровные родственники, да, там мамы, папы, бабушки, дедушки, сестры, братья, ну то есть очень-очень близкие, которых нет с вами. Они вроде бы ушли, но они как будто за вами подсматривают. Вот они не могут вам сказать прощай, они очень часто могут спускаться сюда на землю, приходить к вам для какой-то помощи, для того, чтобы подать какой-то знак, сигнал, да, перед каким-то, может быть, важным событием, важным мероприятием. Я думаю, каждый из вас, если захочет, может вспомнить какие-то ситуации, я уже как-то рассказывала в своих видео, могут быть разные ощущения. Может быть, ветерок какой-то подует, да, когда закрыты все окна. Может быть ощущение прикосновения, может быть вот как будто стоит силуэт рядом, да, и ты не понимаешь, это сон, это явь, это непонятные такие ощущения, есть человек, либо его нет. То есть они к вам приходят, они скучают, они вам так и не сказали прощай. Боже, у меня просто мурашки побежали, ребят. То есть они ушли, да, вот физически их нет, но они не готовы вас оставить. Они приходят, они переживают, вот как бы это ни казалось странно, но там, на небесах, ваши близкие, особенно если у кого это родители уже ушли, они даже там переживают за вас. Поэтому они и пытаются вас где-то защитить, где-то какой-то знак подать. У кого-то через вещий сон они передают информацию. Поэтому это ваша такая большая-большая поддержка, опора. Ну и, конечно же, такая, наверное, вселенская, большая родительская любовь, которую, ну, невозможно отпустить. Вот даже уйдя на небеса, они продолжают вас любить. Неважно, сколько вам лет, хоть вам и 70, хоть 80, неважно. Вы остаетесь для них детьми. Детьми, к сожалению, у которых родители могут приходить вот так вот иногда украдкой, да, чтобы просто прикоснуться, чтобы просто посмотреть на вас, как вы спите, как вы что-то делаете, да. Ну, это просто реально, это до мурашек, ребят. Вот я сижу сейчас, и ну реально просто вот в мурашках настолько, это до дрожи какой-то. Это такая трепетная ситуация, когда ты не можешь прикоснуться, ты ну, не можешь так вот воочию посмотреть на человека, да, а он тебя видит. Ваши родственники вас видят. Они не могут сказать вам прощай, потому что вы их большая-большая любовь навсегда. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!